Дождик был с утра. И такой хороший, прям ливень-ливень. Посмотрел, надо было на занятия сходить. Я посмотрел, как выглядит, как работают ливневки. Ну, первое, вода течет по дороге. Около тротуара собирается вода и лужи. А улицы все, поскольку это города старые, то улицы все, они в две полосы или в одну. Соответственно, машине деваться некуда, нужно по луже ехать. И тротуар узкий. В общем, с ливневками, конечно, тут швах. Лужи, как в Краснодаре. Хотя ливень был, не это самое, не бог весь какой. Ну, дождик сильный, даже не ливень, а дождик сильный. Сейчас, как вы слышите, все прекратилось. Солнышко выглянуло, я даже щурюсь. Тучки, солнышко, прекрасная погода, свежо, но тепло. Второй момент, который я до сих пор никак не могу понять, почему. Они здесь выкладывают все плиткой. И, казалось бы, плитка, в моем понимании, плитка нужна для того, чтобы вода уходила в швы, и, соответственно, меньше было водной пленки. Как кладут плитку в Испании? То есть, первое, надо понять, что в Испании любое человеческое участие, любые трудозатраты человеческого времени – это большие, очень большие деньги. То есть, если здесь что-то делает человек, кладет кирпичи, кладет плитку, он это делает не спеша, и ему нужно за это серьезно платить. Как кладут плитку в Испании? Точно так делают во всех местах Каталонии. Полагаю, в Аликанте делают по той же технологии. Вначале они закапывают коммуникации на небольшую глубину. Буквально там на 20 сантиметров, на 30. То есть никакой закладки коммуникаций на глубину 70 сантиметров или метр тут нет. Кладут коммуникации, потом сверху заливают слой бетона, не армированного бетона, то есть просто цемент с щебнем заливают толстым слоем, визуально сантиметров 15 точно, если не 20. Толстый слой бетона. И потом поверх этого бетона монолитного кладется плитка, тоже на цементный раствор. То есть, по сути, плитка – это покрытие сверху бетона. Когда ты заливаешь бетон, у тебя уже есть достаточно прочное для улицы, для пешеходного тротуара, так очень прочное покрытие в 15-20 сантиметров толщиной. Зачем сверху класть плитку? Мне категорически, я 2 года не могу понять, зачем. Человека часы, человек все равно медленно кладет плитку, чтобы ровно ее положить. Это первые затраты. Вторая затрата. Фух, господи. Каякера перепутал с акулой. Нет, это все-таки каякер, а не акула. Второе, когда ты кладешь на цементный раствор, то понятно, что вода никуда не уходит. То есть получается, что просто эта плитка – это возможность
заработать еще на укладке этой плитки и возможность заработать на производстве этой плитки. Но явно она дороже, чем кубометр бетона. Что происходит? Причем плитка во многих случаях прям вот тупо советского образца. Вот этот вот 3х3, чисто советская плитка, серенькая. Ну, редко, когда бывает цветная или там зигзагами. То есть это прям для красивых мест. В основном она такая очень простенькая, очень серенькая, убогая. Что в результате происходит? Значит, когда идет дождь, я вот почему говорю о наболевшем. Сейчас я шел вот буквально как Майкл Джексон в лунной походке. Потому что когда проходит дождь и когда он не сильный, то плитка становится жутко скользкой. И ты идешь, и ты боишься каждую секунду подскользнуться и упасть. Каждую секунду. Она буквально, вот ты чувствуешь, что вот-вот и ты подскользнешься. Я даже вернулся сегодня специально, потому что я вначале одел кроссовки, которые с дырочками, дышащие. Вышел, увидел какие там лужи, что плохо работает вода, отток. И слишком они скользкие, вернулся, одел такую же ботинки, которые отталкивают воду, сплошные и с более резиновой подошвой. Но все равно я шел, и я боялся буквально каждую секунду упасть. Это раз. Второе. В очень частых местах, неожиданных, плитку, видимо, воруют. Цемент, на который ее кладут, и плитка расшатывается. То есть здесь буквально не надо далеко ходить, можно найти места, где плитка гуляет поверх бетона. И, соответственно, у тебя два варианта. Когда проходит дождь, ты идешь, наступаешь на плитку, она чмякает, оттуда вылетают брызги грязной воды, ты весь грязный. Или, как у меня это было в сухую погоду, я наступил на такую плитку, а до этого какая-то собачка пописала сверху. И меня окатило, слава богу, не сильно, только обувь, окатило буквально фонтанчиком мочи. Понял это по запаху и потому, как коты потом мою обувь обнюхивали. Но больше того, из-за такой технологии укладки плитки ее никто не снимает. Когда нужно проложить испанцам какую-то коммуникацию, они пригоняют отбойный молоток и просто на отшибись вот так вот пощечиной долбят эту плитку прям сразу. Плитку, потом бетон под плиткой. Сами понимаете, раз бетон под плиткой, это невозможно залить бетон так, чтобы ничего из него не просочилось. Зачастую они перебивают какие-то коммуникации, которые буквально вот под бетоном лежат. Там здоровый у тебя трактор с отбойником, ты никак не можешь там вот, плюс не ошибиться в глубине этого отбойника. То есть они коммуникации перебивают, потом их начинают перекладывать. И любимое развлечение испанцев. Что-то раскопать, огородить, красиво огородить, качественно, с объявлениями, с сеточкой, с заборчиком, с пластиковыми такими накладочками на острые части, чтобы все по безопасности, все по фэншую. И бросить это все. И это будет стоять месяцами. Месяцами будет стоять и чего-то ждать. Если вы живете в Барселоне, у вас просто далеко ходить не надо, вы можете посмотреть, как они делают ремонт на площади Испании. Я там 2 года жил, они 2 года делали там ремонт. Я туда приезжал периодически. И вот они одну сторону этой площади раскопали, потом вторую, потом третью. Вот 2 года они что-то ковырялись на этой площади. Когда я уезжал из Барселоны, там почти вся площадь была расковырена. Почти вся. То есть они все тротуары перекопали. Естественно, там техника ездит рабочая через проезжую часть. А это одна из самых загруженных перекрестков Барселоны. Я уверен, я больше чем уверен, я гарантированно
готов утверждать, что подряды на укладку плитки достаются в муниципалитетах кому надо. Ну не можно, невозможно, извините, придумать такую технологию укладки плитки, чтобы вот она была против любой логики, против любого здравого смысла, не выполняла никаких своих функций как плитка, но при этом была чудовищно дорогая и неудобная и в эксплуатации, и, соответственно, в последующем ремонте или еще что-то. То есть предполагается, если вы кладете плитку по технологии, вы потом можете ее аккуратненько снять, аккуратненько выбрать подложку, аккуратненько, соответственно, поменять коммуникацию, аккуратненько заложить обратно. Но нет, здесь это делается на отшибись. То же самое около, в общем, в любых местах Барселоны, а я там больше всего видел. И это не только в Барселоне, в Сабаделе то же самое. Такие же технологии используются. Скажите мне, напишите мне в комментариях, почему. Почему вы думаете, испанцы вот так вот кладут плитку, даже так в Советском Союзе не клали ту же самую плитку, по той же самой, даже внешне они выглядят таким же самым образом. Но в Советском Союзе, насколько я помню, клали ее на песок, на смесь песка с цементом, то есть ее клали с каким-то смыслом, что она плитка, она пропускает между себя воду, но при этом ты становишься не на грунт, а на, соответственно, на плитку. При этом я сейчас прошелся, вспомнил. У них тут много всяких таких типа уголков дикой природы. И вот такой один уголок дикой природы в ливень превращается просто в гольный глиняный каток. То есть туда идут ступеньки, там типа какой-то парк. В обычную сухую погоду там просто глина под ногами. А сейчас там просто каток глиняный. Там фактически этим парком невозможно сейчас воспользоваться, потому что... Но люди все равно там ходят, потому что на тротуаре над этим парком, я как его увидел, смотрю куски чего-то коричневого, думаю, да не может быть, чтобы так собаки вот прям насрали и с хозяева не поубирали в дождь. А потом смотрю, это просто куски глины, которые притащили из парка и оставили на плитке. Да. У меня есть отдельное видео, я еще покажу, как тут вообще благоустраивают общественное пространство. Парадоксальным образом, скажем так. Ладно, ставьте лайк. Поделился я вам болью. Видите, я теперь свои навыки, умения привношу. Пока не умею жаловаться в Испании на работу городских служб, но как только научусь, сразу обязательно буду это делать. Познакомлюсь с местными депутатами и буду вместе с ними выяснять, кто же такой чудесный технолог, который придумал так выкладывать плитку и делать такие ливневки. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, о чем вам еще рассказать про Испанию.